Идет в кадре. Да? Да. Юрий Ильич, давайте начнем с момента. Мы, может быть, потом вернемся в Чечню в 93-й год и поговорим о том, какое у вас было отношение к этим событиям. Давайте начнем с того момента, когда вы стали генпрокурором. Расскажите, как это произошло, почему ваш предшественник Казани был послан в отставку, и там был какой-то период безвремени, да, когда вообще не было генпрокурора. Расскажите, как это получилось и почему на вас пал выбор? Как я стал генпрокурором, можно сказать, кратко, это судьба, наверное, но судьба имела конкретных действующих лиц. Алексей Иванович Казанник неплохой был прокурор с точки зрения человеческих качеств, уважения к закону. Я тогда был директором НИИ Генпрокуратуры, членом коллегии, и мне с ним приходилось общаться. И вот эта трагедия, когда он встал между двух огней, когда нужно было, с одной стороны, действовать по закону и выполнять решение об амнистии, а с другой стороны, прямое давление Ельцина, администрации президента, с тем, чтобы он ГКЧПистов не выпускал на свободу. И надо понять внутренний трагизм Казанника, его ситуации. С одной стороны, он в свое же время обеспечил во многом продвижение Ельцина, да, когда уступил ему свое место. А с другой стороны, за короткий период нахождения в должности генерального прокурора он убедился, что из себя эта команда представляет, и, в общем-то, видимо, сделал выбор, окончательный выбор в пользу выполнения соответствующих правовых актов, соответствующего решения высшего законодательного органа. И отсюда, после взбучки очередной, которую он получил в администрации президента, он подал прошение об отставке и, в общем-то, после рассмотрения Советом Федерации, не сразу, но вопрос о его отставке был решен. Там был еще один персонаж, это Алексей Николаевич Илюшенко, вечный исполняющий обязанности генерального прокурора, который, несмотря на все старания, и Сергея Александровича Филатова, который рекомендовал его Борису Николаевичу, и в целом администрации и команды, Совет Федерации его не утверждал. В силу разных причин, может быть, в силу того, что он не очень хорошо зарекомендовал себя как руководитель контрольного управления в Совете Федерации, администрации президента, может быть, в силу других причин, недостаточной подготовленности. В общем, возникла такая довольно патовая ситуация. Не утверждали Алексея Николаевича, и страна зависла без генерального. Что касается, для меня это в какой-то мере было неожиданно. Очень важную роль здесь сыграл бывший прокурор города Москвы Геннадий Семенович Пономарев. Мы с ним плотно поработали, когда он обратился к нам в НИИ Генпрокуратуры с просьбой помочь ему по диссертации, познакомились на этой почве, и он, видимо, как-то проникся уважением и предложил мою кандидатуру, и очень важную роль сыграл здесь Александр Васильевич Коржаков. Видимо, какие-то выходы были на него. Но, тем не менее, со мной Пономарев проговорил. Я говорю: Геннадий Семенович, насколько это серьезное предложение? Он говорит: достаточно серьезное. Я как раз полетел на родину в Улан-Удэ, обсудил этот вопрос с женой, она говорит: Юра, не ходи, не надо этого делать. Жены же мудрые, как всегда, у них интуиция развита, в отличие от нас. А тесть мой, тоже ныне покойный, он говорит: а почему бы нет, Юрий Ильич, это, как он сказал, работа для настоящих мужчин. И я после некоторых колебаний все же согласился. И после этого машина согласований, она была включена. Я встретился с Михаилом Ивановичем Барсуковым, на тот период директор
ФСБ, или как она тогда называлась, не помню. Ну, с ним разговор получился хороший, потому что мы говорили на одном языке, худо или бедно. Я почти 2 года работал в спецслужбах, был старшим консультантом министра безопасности, поэтому, значит, он, видимо, доложил, что кандидатура не вызывает сомнений. И следующая встреча у меня уже была с Коржаковым. Ну, тоже достаточно конструктивный разговор состоялся. Потом была встреча с Илюшиным Виктором Васильевичем, первым помощником президента Ельцина. Ну и, значит, отдали документы. Потом пауза последовала, и Коржаков мне объяснил, что Борис Николаевич сказал, что в принципе кандидатура неплохая, но он же далек от прокурорской деятельности, занят вот наукой, но пришлось пояснить, что НИИ Генпрокуратуры – это не только теория законности, разные проблемы разрабатывает, но это не прикладного характера. Мы вместе и в командировки ездили, обобщали практику. Я был членом коллегии Генпрокуратуры. Вот. И это обстоятельство, видимо, как-то сыграло свою роль. И после встречи с Илюшиным он сказал: готовьтесь к встрече с Борисом Николаевичем. Вот. Встреча тоже прошла конструктивно. Мы с ним, хотя я в Свердловске жил и работал 20 лет, но мы с ним лично не были тогда знакомы, хотя на каких-то там конференциях пересекались, собраниях, каких-то публичных мероприятиях. На тот период он производил очень хорошее впечатление. Действительно, в Свердловской области он поработал хорошо, много инициатив хороших, допустим, производство товаров народного потребления предприятиями ВПК, было молодежные жилые комплексы, его народ любил там. Вот. Это тоже сыграло, в общем-то, какую-то роль в моем решении все же с ним поработать. Встреча прошла конструктивно. Единственное, что меня тогда уже насторожило, его состояние здоровья. Я заметил, что он активно пользовался гримом, значит, и как-то, в общем, заторможен был. Но, тем не менее, значит, достаточно конструктивная беседа. Я дал согласие, так сказать, на назначение. Ну, тут, понятно, журналистское братье где-то все это узнало, стали приставать к интервью, расспросами, и помог руководитель нашего пресс-центра Александр Григорьевич Звягинцев, который сказал: никаких интервью, значит, ничего не надо, потому что был достаточно такой признак плохой, когда заместитель генерального прокурора, точнее сказать, исполняющего обязанности генпрокурора, который был временно назначен на исполнение обязанностей, Олег Иванович Гайданов, он сразу переехал в кабинет Илюшенко, значит, занял его кресло и начал проводить коллегии одну за другой, значит, чем вызвал недоумение аппарата, потому что коллегия солидно готовится, месяца 2 на ее подготовку. Вот. И, значит, я этого ничего не делал, и голосование в Совете Федерации. Виктор Степанович Черномырдин меня представлял. Голосование прошло очень хорошо. 146 человек было за, 145 было за, 1 воздержался. Такое, в общем-то. Причем это же другой Совет Федерации, не нынешний, не в обиду им будет сказано. Тогда же входили главы законодательной и исполнительной власти. Это не случайно потом конституционная реформа была затеяна, и от такого Совета Федерации отказались, заменив их, так сказать, представителями. Вот. А тот-то был орган реально серьезный, и Ельцин его побаивался, как и в последующем выяснилось. Вот. Поэтому прошел достаточно уверенно. Вот. Ну, а коллектив, в принципе, все руководство я знал в этом плане безболезненно и получил поддержку. Могу сказать, что, конечно, в тот период прокуратура была иной, нежели чем сейчас.
эта система не была коррумпирована, очищена от коррупции. Там были люди, знающие хорошо работу, преданные своему делу. Поэтому я почувствовал, что главная задача не мешать им работать. Это удалось выполнить, и мы добились хороших результатов. Если к амнистии мы... Пожалуйста, извините, можно 15 секунд? Я думаю, пока это не допустим, что нам иногда попадает рама в очках. Мгм. Можем? Кстати, еще можно добавить к этому, почему все же на моей кандидатуре во многом остановились. Была задача найти человека, не связанного ни с какими московскими группировками, из среды не правоохранителей, а человека довольно нейтрального. И в этом смысле то, что я наукой занимался, сыграло свою большую роль, что я был сторонним человеком и не повяз, так сказать, в каких-то там олигархических структурах. Да, понятно. Скажите, а амнистия, несмотря на то, что Ельцин был категорически против, она все-таки состоялась? Да, она состоялась, и повторяю, но ясно, что это было правильное решение, потому что, по идее, когда я вот беседовал, я внимательно прочел обвинительное заключение по делу о ГКЧП и, значит, все вот эти материалы, и было очевидно, что здесь обе стороны должны привлекаться к уголовной ответственности. Конечно же, путчисты и те, кто штурмовал Белый дом, и затем здание мэрии и так далее, но и должны привлекаться те, которые стали после этого уже, значит, на второй день применили вот эти неадекватные силовые методы, расстреляли множество людей. И, конечно же, в принципе, амнистия, она была в этом смысле правильной. То есть она стала шагом в какой-то мере к ликвидации последствий этого противостояния, элементом все же хоть какой-то консолидации нашего общества, и это было мудрым, так сказать, шагом. Ну, а Борис Николаевич считал по-другому, он считал, что вот путчисты должны быть наказаны, и не обращал внимания на те неправомерные действия, которые сама власть использовала. И, конечно же, стрельба по танкам нам не принесла авторитета, вернее, стрельба танковая по Верховному Совету не принесла нам, так сказать, авторитета и так далее. Поэтому и Казанник разделял эту точку зрения в свое время, поэтому он внес важный вклад, как говорится, в реальное исполнение. Если бы он дрогнул, то это могло спровоцировать бы новый конфликт в обществе, потому что напряжение было большим, и я считаю, что он поступил мудро, и не только по закону, но и по сути правильно. Ну, то есть это говорит о том, что разделение властей в то время существовало все-таки де-факто, раз президент был категорически против, но при этом он ничего не мог сделать с решением Думы. Вы абсолютно правы. На том периоде вообще вот начало перестройки, процесс ее, потом даже первый период после ликвидации Союза, российская действительность, это был период, когда и выборы не фальсифицировались, был тот период, когда сформировавшийся механизм разделения властей, он еще имел место быть, в отличие от нынешней ситуации, когда президентская власть доминирует, поставлена над всеми иными видами, так сказать, властей. Это, да, одно из проявлений разделения властей. Ну, собственно, это признак того, что общество какие-то элементы демократии все же имеет в своей государственной системе. А расскажите, а как вы тогда относились в момент вашего назначения к Ельцину и к команде Ельцина? Ну, я, поскольку вне Генпрокуратуры работал, и как-то раз мы с покойным Александром Яковлевичем Сухаревым, недавно ушедший из жизни,
бывший генпрокурор Союза, он был у меня заместителем в НИИ Генпрокуратуры. Мы как-то прошли там со второй Звенигородской, значит, возвращались с работы домой и зашли к защитникам Белого дома. И вы знаете, вот эти мифы, которые нагнетала пресса, что там алкоголики, что там это вооруженные, мы сами прошли спокойно, значит, туда зашли, пообщались с людьми, посмотрели. В основном это люди были идейные, кто защищал Конституцию, действующую в тот период. Поэтому, значит, конечно же, наши симпатии были на стороне тех, кто защищал Конституцию. Я иначе не мог, поскольку я до этого всю жизнь преподавал конституционное право, да, для меня Конституция как основной закон – это не просто какой-то звук. Я бы в какой-то степени изменил себе, если бы мыслил по-другому. Да, она во многом была устаревшая, да, требовалась и замена ее, так сказать, но тем не менее, значит, пусть рухнет мир, но торжествует закон. Поэтому у меня не было никаких сомнений в том, что это был антиконституционный переворот со стороны Ельцина и К, так сказать. Многие говорят, что вот старая советская конституция к этому моменту уже превратилась в набор противоречащих в себе актов, дополнений, да, и с 1977 года там остались многочисленные, там, совершенно неприменимые в новых реалиях статьи, и поэтому невозможно было с этой конституцией жить дальше. Ну, во-первых, надо отметить, конечно, эти вещи там были. Там, скажем, действительно было противоречие, что съезд народных депутатов может решить любой вопрос, входящий в компетенцию. Это противоречило принципу разделения властей. Там ряд еще, так сказать, позиций содержалось, но нужно быть объективным, сказать, что именно в этой Конституции появилась глава о правах и свободах человека и гражданина на самом высоком уровне. Нынешняя, в общем-то, Конституция в этом смысле особо большого шага вперед не сделала. В этой же Конституции у нас была закреплена и экономическая реформа, формы собственности. В этой же Конституции у нас руководящая роль КПСС была упразднена и так далее. То есть многие вещи эта Конституция делала. Это раз. А во-вторых, поправки в Конституцию – это путь компромисса. Поэтому нужно было каким образом действовать? Нужно было вносить изменения в эту Конституцию и тем самым, в общем-то, решать вопрос о изменении ее в установленном порядке и ускорять работу над проектом новой Конституции. А ведь работа над проектом стала инструментом политической борьбы, где никто не хотел, так сказать, уступать. И надо учесть еще одно обстоятельство. Вот благодаря антиконституционным действиям Ельцина общество вообще было поставлено на грань, так сказать, острейшего кризиса, так сказать. И общество, власть потеряла легитимность. Была нарушена правопреемственность в действии власти. Она не могла уже как бы заставлять человека соблюдать установленные предписания, потому что сама их не соблюдала. Могла рухнуть и Российская Федерация. Регионы повели бы себя, так сказать, по-разному. То есть это в какой-то мере, ну, надо сказать, что просто чудо, что страна не развалилась окончательно, и что через принятие новой Конституции удалось кризис все же как-то более или менее, так сказать, преодолеть. Поэтому риски были велики. И ну, ничего страшного, можно было найти, поумерить остроту с каждой стороны, найти политический компромисс и принять новую Конституцию. Тем более, что сам же Ельцин был председателем Конституционной комиссии. Он просто не хотел идти на компромисс. И не нашлось у нас традиций законопослушного поведения, не зашлось надлежащего уровня толерантности, политической культуры, чтобы найти мирный выход, так сказать, из этого. А мы создали очень серьезный прецедент, так сказать. По сути, если уж говорить откровенно, мы подвели такую мину под ныне действующий даже конституционный правопорядок. Поэтому
здесь, как говорится, неправильно это был шаг. А вы согласны с таким распространенным сейчас мнением, что новая Конституция 93 года была пропрезидентской, что баланс был нарушен в сторону президентской власти, и что все наши нынешние беды, они во многом, ну, как бы, что ноги растут оттуда? Ну, это бесспорно, что Конституция 93 года была сделана под Ельцина, значит, достаточно посмотреть набор полномочий. Я исследовал этот вопрос. Они каким образом поступили? Они взяли в качестве образца полномочия президента США, полномочия в особенности президента Франции, а те сдержки и противовесы, которые были записаны в тех конституциях и балансировали, так сказать, полномочия, они эти сдержки и противовесы забыли включить в российскую конституцию. Ну, допустим, во Франции премьер имеет право контрассигнатуры, то есть визировать указы, акты президента. Если он не завизировал, этот акт не имеет юридической силы. У нас Борис Николаевич издавал акты вообще без установленной процедуры прохождения, акты значит, без подписи премьера, начальник ГПУ, Главного государственного правового управления, не визировал, так сказать, подписывал на броне танка, да, эти акты. Ну где же, так сказать, какой-то определенный порядок? Поэтому, да, эта конституция была сделана под президента Ельцина. Меня такой случай несколько умилил, так сказать. Позднее, когда Ельцин ушел, начались дискуссии по поводу того, что вот надо Конституцию менять и сокращать президентские полномочия. И что интересно, эту дискуссию начали те люди, которые сами в свое время под Бориса Ельцина эту сверхсильную президентскую власть в Конституции записаны. Ну, видите, какие повороты судьбы. Так что в этом смысле наша Конституция уникальна. А вы считаете, что у Ельцина был шанс договориться с Рудским Хасбулатовым? Потому что были же переговоры в Свято-Даниловом монастыре, которые провалились, и было предложение со стороны исполнительной власти об обнулении ситуации, да, и выборе президента и парламента одновременно. Я думаю, шансы договориться есть всегда. Мы знаем, что даже самый плохой мир – это лучше, чем какая-либо, так сказать, война в данном случае. Поэтому я считаю, что патриарх не применил тех усилий, которые должен был, так сказать, как представитель духовной власти. И, конечно, здесь во многом сыграли личные качества Бориса Николаевича. Он очень редко шел на компромиссы, искусством компромисса редко владел. И, конечно, это в определенном смысле, конечно, харизматичная фигура. Это вообще, по большому счету, если бы оппозиция в лице межрегиональной депутатской группы не получила личность Ельцина, если бы она его на свою сторону, так сказать, нет, то неизвестно, как бы наша страна развивалась. Потому что она не представляла какой-то, ну, такой уж очень мощной силы на тот период, но получив фигуру человека, который идет на пролом, который в районную поликлинику записался, который ездил якобы на трамвае, ну, один раз проехался там на трамвае или троллейбусе, так сказать. И элементы популизма, которые двигали, значит, им, они, конечно, сыграли очень важную роль в том, что оппозиция резко поднялась, так сказать, и где-то затем победила в этом политическом противостоянии. Но вот это его болезнь, отсутствие компромиссов, где-то терпение, а все это часть политической мудрости, они, конечно, сыграли отрицательную роль вот в тот период. То есть в 93-м году ваши симпатии были на стороне Верховного Совета, но при этом вы согласились на предложение Ельцина стать генеральным прокурором. Значит, мои симпатии, да, были на стороне защитников Конституции, но я очень четко видел и нарушение Конституции со стороны Верховного Совета.
в частности, ратификация Беловежских соглашений, да, принятие декларации о государственном суверенитете, это все нарушение законодательства. Кое-где, скажем, Президиум Верховного Совета во главе с Хасбулатовым стал присваивать функции исполнительной власти. Вот. Поэтому это процесс нарушения Конституции был обоюдный, он был и с той, и с другой стороны. Это первое. И второе, значит, здесь же, повторяю, надо учитывать элемент личных симпатий. Мне Ельцин как политический лидер нравится, потому что я сам Свердловский, я ходил вместе с тещей на встречи, когда он, будучи кандидатом в депутаты по первому общенациональному округу в Совет национальностей, значит, приехал в Свердловск, а мы его выдвинули по 25-й у нас или 27-й округ, тоже выдвинули. Он приехал, в ДК «Урал» проводил встречу, значит, с ним этот Федор Михайлович Марщуков. Больше никого не было из местных обкомовских деятелей, так сказать. Вот. Но полный зал ДК «Урал» был набит, и он очень четко объяснил, так сказать, свои позиции, подходы. И, в общем, мы его поддерживали. Поэтому вот эта поддержка и земляческая, или человеческая, она, конечно, сыграла очень большую роль, когда я дал согласие, значит, поработать в качестве генпрокурора. Давайте немножко про Чечню поговорим. Давайте. Какое у вас было отношение к принятию решения о вводе войск в Чечню? Ну, я считал, что президент должен был использовать все возможности для того, чтобы обеспечить единство России как федеративного государства и не повторять ошибки Горбачева, колоссальная и политическая, и нравственная его ошибка, что он эти все средства не использовал. Он проявил слабость в том вопросе, где должен был проявить твердость. Не прятаться за спины, значит, наших генералов, подставлять их и в Тбилиси, по тбилисским событиям, и в Прибалтике. Он должен был четко заявить на всю страну: это моя конституционная обязанность использовать все возможности, предусмотренные законодательством, для того, чтобы обеспечить единство страны. Он проявил слабость, когда не арестовал авторов Беловежского соглашения. Они все трое подписанты, это все преступники были с точки зрения того действующего законодательства. И не случайно один Коршаков, только понимая все это, он до последнего момента боялся, что спецназ, значит, КГБ СССР, их не, или тогда уже Федеральная служба безопасности, нет, тогда была Межреспубликанская служба безопасности, которую Бакатин возглавлял, что она их не возьмет под стражу, так сказать. Но, к сожалению, этого не произошло. Поэтому ситуация в какой-то степени повторилась. И надо отдать должное Ельцину, что он принял все усилия. Но, конечно же, предыстория важна и имеет место быть просто такое пренебрежение, которое не должно быть свойственно политическому лидеру, когда, значит, он отказался от встречи с Дудаевым, и вполне были политические рычаги для того, чтобы этот конфликт урегулировать на первоначальном этапе. Тот все же был советским генералом, и вполне можно было и его, так сказать, направить на более ответственный участок в нашей армии, так сказать, действующей, да, в системе командующих определенными родами и видами, так сказать, войск. А тогда бы Чечня не получила такой фигуры, как Дудаев, понимаете? Вот схожая в чем-то ситуация. Оппозиция получила Ельцина как харизматичный, и те получили фигуру генерала боевого, кстати, достаточно известного на всю республику, решительного. Ведь в этом случае всегда идут за лидером люди. Поэтому, конечно, здесь Ельцин допустил ошибку, так сказать, что не это. Ну и некоторые, скажем, сюжеты, связанные с ведением военных действий. Ну, по сути, это, конечно, трагедия, элементы гражданской войны, так сказать. Это трагедия и для Чечни, и для России. Тем более я сам потом окунулся. Первая моя поездка в качестве
генерального прокурора была в Чечню, и я, конечно, ужасающую картину там застал, когда наши призывники, в основном это были новобранцы, необученные, все в грязи, не кормленные, завшивленные, так сказать. Пришлось нам тогда жесткие меры применять и представление Грачеву сделать, и Куликову Анатолию Сергеевичу по наведению порядка, так сказать. Ну и кое-что было, конечно, исправлено. Поэтому много было сделано. Элементы коррупции вмешались в чеченские события, когда Куликов правильно же говорит, загнали боевиков, значит, в ущелье, все, могли бы из Кремля команды, значит, не приступать к уничтожению. Эти, на мой взгляд, бессмысленные переговоры. Я все же на своей судьбе убедился, что значит быть последовательным в позиции соблюдения закона. Басаев, известный и террорист, кстати, это стал вице-премьером правительства Чечни. И журналистское братье все меня, значит, мучило вопросами провокационными. Спрашивает, говорит, Юрий Ильич, а ведь Басаев же значится в розыске по уголовным делам. Я говорю, да. А что вы будете делать, если в составе правительственной делегации чеченцы прилетят, включая Басаева, на переговоры с президентом России Борисом Ельциным? Что вы будете в этом случае делать? Я говорю, очень просто, я напомню Анатолию Сергеевичу Куликову, чтобы он взял под стражу Басаева. И говорит, как же так, они прилетят? Я говорю, это территория России, закон писан для всех, поэтому они обязаны, значит, мы будем соблюдать закон и возьмем его под стражу. Значит, и видите, как все же правота в чем состояла? В том, что ситуация повернулась, отказались от этих смешных переговоров, так сказать, и все это привело к тому, что Басаев таким образом закончил свою, так сказать, судьбу, как он и закончил свою жизнь, как он и должен был, так сказать, закончить. То есть надо в этом смысле всегда стоять на позиции закона. Я на этом примере, так сказать, убедился. Поэтому Чечня разноплановая. Мы же получали информацию от своих сотрудников, от друзей. Вот у меня есть, допустим, со мной однокашник в Свердловске учился, Григорий Бесултанов из Чечни. Прекрасный парень. Он мне рассказывает ситуацию, говорит, вот, Юр, чтобы ты понимал, как это все, значит, на самом деле творилось. Значит, у меня двое братьев. Прямым попаданием, ну, я не находился, прямым попаданием разрушили наш дом, убили родителей и так далее. Сколько мне стоило труда удержать моих братьев, взяться за оружие, так сказать, поскольку федералы вот таким образом вели, так сказать, войну. С другой стороны, и федералов можно понять, если чеченцы, значит, прятались в домах гражданских лиц, оттуда вели огонь, убивали наших солдат и так далее. То есть это такая ситуация, в которой заведомо правых и виноватых, так сказать, нет, полностью правых и полностью виноватых. Поэтому это трагедия, так сказать, большая для нашей страны, испытание, да еще в таком переломный момент, так сказать, да еще с некоторыми бездарными военными руководителями. Ну, в общем, слава богу, что это все же более или менее, так сказать, закончилось. А вы согласны с тем, что силовики в какой-то мере ввели Ельцина в заблуждение перед принятием этого решения, да? Потому что Грачев говорил, что мы там силами одного десантного полка за 2 недели. Конечно, президент опирался на позицию и на мнение силовиков, и чем обернулось, когда говорили, что силами одного, значит, десантного полка мы возьмем, так сказать, чем обернулась тогда затея, значит, уже дудаевский режим был близок к падению, потому что народ сам понимал, что, значит, и материальная ситуация, ну как без России, они просто не могли прожить, если уж
говорить откровенно. Но тогда вот это последовала авантюра с этими танками, да, которые навербовали среди бывших военнослужащих. Значит, танки туда загнали, которые в городе совершенно не это, их пожгли, так сказать, какие колоссальные потери. И снова консолидация произошла вокруг мятежников, так сказать, снова произошла консолидация сил. Поэтому, конечно, ну, то, о чем Павел Сергеевич говорил, значит, все это как раз просчеты военного руководства, но вместе с тем мы являемся свидетелями и просто героизма наших солдат, так сказать. Сейчас мы знаем эти случаи, когда и офицеры тоже покойные, Лев Яковлевич Рохлин себя блестяще там зарекомендовал в ходе кампании, ряд еще боевых офицеров. Поэтому все как в жизни, все вместе. А скажите, а вы же были генпрокурором во время Буденновска? Да, был. А вас затронула эта история как-то? Да, нас затронула эта история по Буденновску. Я, значит, как-то поехал потом, после уже завершения событий, Ельцин полетел туда, в Буденновск, я в составе этой команды тоже полетел, мы в райотдел заходили, отдали должное. Но что тут можно сказать? Во-первых, надо отдать дань уважения Черномырдину Виктору Степановичу, который, значит, не побоялся вступить в переговоры с Басаевым, и, в общем-то, это и более или менее грамотно все же действовали, избежали массового кровопролития, так сказать. Но вместе с тем, все те прорехи, которые были свойственны нашей правоохранительной системе, эти события тоже показали, ведь они же проехали какие гигантские расстояния, посты проехали, откупались, давали взятки, реального досмотра не было этой колонны, так сказать, бандитской, грузовиков. Все это тоже правда, так сказать, и, конечно, с таким состоянием страны очень трудно было бороться. Плюс неподготовленность тогда, когда их окружили, они сумели выйти из окружения в районе там Первомайска, значит, спецназ наш доблестный, так сказать, тоже не сумел в силу разных просчетов, которые были допущены. Ну, чеченцы умеют воевать, так сказать, и в этом смысле, как говорят, в любом же деле нет худа без добра. И мы должны вынести уроки из этой кампании в плане, и сделаны кое-какие уроки подразделения по борьбе с терроризмом, значит, сейчас организация их и многие другие вещи укреплены, так сказать, и в этом смысле кампания чеченская имела не только минусы, так сказать, но и определенные плюсы. А вы считаете, это правильно, что Черномырдин решил вести переговоры с террористами? Абсолютно правильно. Надо вести. Есть разные тактики. Закон о терроризме регулирует. Вот вчера с Анатолием Сергеевичем Куликовым встречались. Он выступал на собрании Союза криминалистов и криминологов. Он рассказывал о подготовке и принятии этого закона о борьбе с терроризмом. И, в общем-то, он регламентирует важность ведения переговоров. Хотя тактики разные. Вы знаете, что Израиль принципиально с террористами никаких переговоров, так сказать, не ведет. Я считаю, что они тоже люди, хоть и в минимальной степени, да, видимо, те, кто в Буденновске, значит, захватывал роддом, они людьми с трудом можно их назвать. Но все равно, так сказать, инстинкт самосохранения есть в каждом из них. Поэтому переговоры нужны для выигрыша времени, для воздействия на психику тех, кто, значит, потом время, когда цели операции не достигаются, время начинает работать, у них в подсознании уже на первый план выдвигается задача спасти свои жизни, нежели чем достигнуть те цели, которые они ставили. Поэтому я считаю, что Виктор Степанович молодец в этом отношении, заслуживает самого большого уважения. А как вы относитесь к Хасавюрту? Мы трое, я, Куликов и Ковалев Николай Дмитриевич, как директор ФСБ, мы трое выступили все против этих соглашений,
потому что, во-первых, они противоречили Конституции и принципам нашего федеративного государства. Мы тщательно изучили этот договор. Во-вторых, нам не понравилась политическая подоплека. Это, по сути, Александр Лебедь, инициатор этих всех соглашений, он с помощью этих соглашений хотел, так сказать, приподнять свой авторитет в стране, укрепиться, так сказать, как политическая личность с расчетом на участие в президентских выборах. Мы это тоже все видели. Ну и самое главное, что, как говорится, раковую опухоль нужно метастазы не только убивать в целом, но и метастазы вычищать. Поэтому мы понимали, что это просто передышка, и это никакое кардинальное разрешение вопроса. Ну и потом прецедент. Извините, если мы с Чечней пойдем на нарушение, на их статус, их, так сказать, расширение их статуса и отступление от принципа федерализма. У нас много республик, у нас федеративное государство, и с этой точки зрения это было бы абсолютно не это. Мы бы провоцировали на вот такие действия неконституционные и другие республики, чтобы добиться каких-то преференций себе. Поэтому, значит, мы считали, что эти... И во многом сломали эти соглашения. Тройственную записку написали Ельцину, и эти соглашения долго не прожили. А почему Ельцин пошел на это? Лебедь, понятно почему. Ну, он каким-то образом находился одно время под влиянием Лебедя, поскольку они чем-то похожи друг на друга. Элементы авантюрного склада характера, мышления такие, значит, мужское начало очень сильно развито, упал, отжался, так сказать. Поэтому он находился под его влиянием, пока не почувствовал в нем конкурента. Вот. И, значит, в этом смысле Александр Иванович завершил потом свою карьеру. Кстати, интересно, раз уж мы по Лебедю, интересные сюжеты и вообще в целом по, значит, опять же, по вопросу о принципиальности в соблюдении законности. Как-то Лебедь уже как секретарь Совбеза звонит мне и говорит: Юрий Ильич, надо срочно нам встретиться. Вы где сейчас? Я говорю, я на Истре, там в пансионате Генпрокуратуры играю в футбол. Он говорит, ну а я вот здесь нахожусь в Совбезе, сижу. Я говорю, ну ладно, давайте я подъеду. Значит, приехал к нему, он мне подает пачку документов и говорит, Юрий Ильич, надо срочно Чубайса арестовывать. Вот мне материал, значит, дали, и мы должны его арестовать, ну сколько можно это. Я полистал эти материалы, говорю, Александр Иванович, по этим материалам его невозможно арестовать. Я говорю, мы, конечно, поизучаем, там, запросим кое-какие эти, но уже навскидку могу сказать, что это невозможно. Он был очень недоволен. Ну, поскольку я сразу окончательного ответа не дал, потом как-то он, значит, успокоился. Проходит время, значит, Лебедя планирует освобождать от должности секретаря Совета Безопасности. Значит, причем к этой процедуре отнеслись с большим вниманием и осторожностью. Совещание у Виктора Степановича Черномырдина, они боялись каких-то несанкционированных действий со стороны Лебедя, с тем, чтобы он не поднял там войска, каких-то своих сторонников, поэтому процедуру как бы обсуждали. И я был на этом обсуждении. Выступает Чубайс и говорит, я считаю, что перед освобождением Лебедя нужно его арестовать, и пусть Генпрокуратура это сделает. Пришлось мне и Анатолию Борисовичу сказать. Я ему, правда, не сказал, что Лебедь в свое время ставил так вопрос, но пришлось ему сказать, что Анатолий Борисович оснований для ареста Лебедя, так сказать, нет. Вот видите, как в этом смысле непростая доля генпрокурора была и так далее. А насколько Лебедь был самостоятельной фигурой? Я думаю, да. А такого рода люди, они, вот как и Ельцин, ну, Ельцин был самостоятельным до болезни, конечно. А Лебедь в тот период, когда он секретарем Совбеза, он видел себя преемником Ельцина,
Поэтому он был самостоятелен, конечно. Ну, естественно, что какие-то контакты он обязан был поддерживать с теми лицами, которые так или иначе могут повлиять на его работу, на взаимодействие, но в целом он был самостоятельной фигурой. А насколько я понимаю, его Березовский раскручивал во время избирательной кампании, и были договоренности заранее, что он перейдет на сторону Ельцина. Да, Березовский с ним сомкнулся, когда Березовский начал зарабатывать на торговле, на выкупе заложников, которые брали чеченцы, любимое занятие еще со времен истории. Значит, они брали заложников, захватывали определенных лиц, а потом за деньги осуществлялся выкуп. Ну, предприимчивый Борис Абрамович, он же очень четко понимал, где можно заработать. Причем здесь политическая составляющая. Он очень умело все это делал. Значит, выходил на чеченцев, договаривался о цене, добавлял свои, так сказать, комиссионные, и тем самым организовывал выкуп под прицелом телеканалов, так сказать, телекамер, и, значит, соответствующее информационное обеспечение. И в этом смысле и Чечней занимался Лебедь, и там они, конечно, сдружились. Березовский видел в Лебеде действительно потенциального, один из вариантов преемственности после ухода Ельцина. И, в общем-то, он раскручивал, помогал ему во многих вопросах, это точно. Но ошибочно полагать, что, значит, Лебедь стал бы инструментом в руках Березовского. Скорее, Лебедь использовал Березовского как инструментарий для того, чтобы попытаться реализовать свой замысел, стать президентом. Поэтому, да, он с ним сотрудничал, и, как говорится, этим сотрудничеством обе стороны были довольны. То есть вы говорите, что Березовский выкупал на государственные деньги заложников и получал откаты от чеченцев за полученные деньги? Не на государственные деньги. Там разные деньги были. Кто-то спонсировал из олигархов, кто-то, значит, собирал средства в это. Там же и иностранцы были, я помню, и представители Красного Креста, и венгерские граждане. То есть разная система была. Но государственные деньги не тратились. Просто если нужно было государству кого-то выкупить, привлекались олигархи, банкиры, которых нужные лица напрягали, в том числе Борис Абрамович напрягал. И, соответственно, выкуп, так сказать, состоялся. Если бы эту систему не порушили, она бы до сих пор, так сказать, продолжала существовать. То есть Березовский на этом зарабатывал? Да, конечно. Я и говорю, что Борис Абрамович на этом прилично зарабатывал. Если бы это для него в финансовом плане было бы неинтересно, он бы просто не занимался этим. Я уж достаточно хорошо его изучил. А вот вы говорите, что он сдружился с Лебедем на этом поле. То есть вы имеете в виду, что Лебедь тоже мог как-то участвовать в этих делах? Нет, он просто у них сфера в виде Чечни как объекта у Лебедя были одни задачи: на Чечне сделать имя, как-то покончить с войной, стать великим, так сказать, примирителем в этом вопросе. А Березовский занимался в том числе и этим, так сказать, бизнесом. Плюс он понимал значение чеченцев как инструментарий в его давлении на других олигархов, с учетом их специфики, желания силовым путем какие-то вопросы решить, так сказать. То есть целый клубок интересов был у тех и у других. Расскажите немножко про... Давайте сделаем микропаузу. Да, меняем карту. Водичку у вас. Минутная пауза. Так, стоп. Камера идет. Мотор идет. Кадры. А расскажите немножко про Березовского. Что это был за человек? Борис Абрамович – уникальная личность. Человек очень способный, хотя я думаю, что он
подработал, членкорство свое. Я был в этом институте профсоюзной, где он работал, и Васильев, академик, директор института, мне показал их доску почетных, так сказать, там академики, членкоры, Борис Березовский и как член-корреспондент, и как, значит, лауреат премии Ленинского комсомола. Вот, он мне, Васильев, говорит, были попытки, значит, надавить на меня, чтобы я это все выбросил, его фамилию. Но я, говорит, не пошел на это, из истории, так сказать, нет. Вот, поэтому, конечно, образованный, конкретно мыслящий, человек, который мог по 3 телефонам одновременно говорить сразу. Был у него один недостаток. Его речь, она задерживалась по сравнению с ходом его мысли. То есть он еще не проговорил какую-то мысль, а у него в голове уже другая. Отсюда не всегда он очень складно говорил, так сказать. И вот. Ну, конечно, среди других олигархов он выделялся по уровню интеллекта и такой очень предприимчивый, абсолютно беспринципный. Я пока был генеральным, я с ним особо не встречался, но после отстранения у меня было несколько встреч с ним. Он хотел убедить меня отказаться от моего противостояния с президентом и уйти, точнее не уйти даже в отставку, а он мне предлагал другую должность, так сказать. Абсолютно беспринципный человек. То есть, когда я, допустим, начинал ему говорить о каких-то там, вещах, связанных с порядочностью, с моралью, там, с этическими, он это абсолютно не воспринимал. Для него, он говорит, о чем вы, Юрий Ильич, говорите? Какая-то... Они, кстати, и Гусинский тоже немножко, они не понимали меня. Поэтому то, что они были отторгнуты в разной форме от России, это закономерно. Это не люди не российского менталитета, не российского такого душевного склада, вот, не представители русской в широком смысле интеллигенции. Поэтому Борис Абрамович, но с другой стороны, конечно же, предприимчивость, рациональное мышление, все это ему было свойственно. Быстрота принятия решений, в общем-то, интуиция, это все было свойственно. Но я рад, что я устоял перед его попытками как-то, в отличие от других руководителей правоохранительных органов, я все же устоял перед попытками со мной установить такие неформальные отношения. Были такие попытки. Единственная организация, которая сумела реально причинить Березовскому, это была Генеральная прокуратура. Мы дело Андау Аэрофлот расследовали и заставили в конце концов вернуться к теме автомобильного альянса, и многие другие, так сказать, грешки Бориса Абрамовича подняли это. Поэтому он нас не любил и много приложил усилий, чтобы добиться моего, так сказать, освобождения. Ну, в чем-то ему, вернее, в конечном счете, и ему это, так сказать, удалось сделать. Я не верю в то, что его нет уже среди нас. Я практически полагаю, что это была операция спецслужб по уходу его, так сказать, пластическая операция и уводу его из этой арены действий. Там есть много моментов, обстоятельств, которые подтверждают, на мой взгляд, это дело. Но это тема отдельного разговора. И он просто боялся за свою жизнь, так сказать, и, наверное, не безосновательно. После того, что с Литвиненко случилось, он понимал, что его достанут, так сказать, поскольку он стал центром политической оппозиции, так сказать, много причинил не это. Он переоценил свои силы, он, конечно, помог во многом ныне действующему президенту
поскольку Первый канал много сделал для раскрутки, но он переоценил свои силы, полагая, что он будет управлять как-то им, так же, как влиять так же, как на Ельцина. В этом смысле надо отдать должное Владимиру Владимировичу, что он эту схему... Мне Березовский даже сам говорил, что он написал письмо после победы на выборах. Он написал письмо, где изложил, Путину, где изложил свои подходы к политической ситуации в стране, где это свои стал давать советы, рекомендации, но поскольку Владимир Владимирович стал действовать по-другому, невзирая на эти советы, здесь образовался конфликт. И вы помните, когда Первый канал, этот репортаж по затонувшей нашей лодке, так сказать, он все сделал, чтобы Путина выставить в таком некрасивом свете, так сказать. Ну и тогда же было принято решение об изгнании его из Первого канала. Ну, а кончилось все, так сказать, бегством, ну не бегством, а отъездом в Лондон. Вот, поэтому такая сильная, харизматичная фигура. И я участвовал как-то в одной передаче, по-моему, на Втором российском канале, когда он еще так назывался, да. И вот они собрали большой контингент, разговаривали по поводу Березовского, сколько жен у него было, как там вот он там жил и прочее, прочее. Но они не ответили на главный вопрос, который именно нужен нашей стране и который должен интересовать политиков и власть придерживающих. Значит, как получилось, что, в общем-то, да, не бесталанный, но тем не менее человек с такими взглядами, убеждениями, непорядочностью, криминально окрашенный, как получилось, что он сумел достичь, в общем-то, вершин власти. Как так наша система и служба безопасности не сработала, что этот человек стал там после президента самым влиятельным олигархом и оказывал воздействие через Татьяну, так сказать, на действия, поступки президента и так далее. И где гарантии, что это не повторится? Вот над чем надо было думать и говорить. Но, к сожалению, эта проблематика, так сказать, оказалась невостребована. А насколько Березовский на самом деле оказывал влияние на Ельцина и на окружение Ельцина? Да, несмотря на то, что он с ним встречался не так часто, это правда. Вы не могли бы сказать, Ельцин с Березовским встречался? Чтобы... Да, Ельцин с Березовским встречался не так часто, но влияние Бориса Абрамовича было серьезным. Оно было связано с тем, что у него был мощный канал, в свое время единственный канал получения информации, которой Ельцин 100% доверял, это Татьяна Борисовна. Он эту схему, Борис Абрамович, он эту схему, видимо, сам, как говорят, надыбал, откопал, что ли. И видя, что после, да и до тоже, значит, по мере того, как Борис Николаевич дряхлел, он все больше доверял самому узкому кругу, а прежде всего своим родным. Ну, поскольку Елена, старшая дочь Бориса Николаевича, была несколько в стороне от политики, а Татьяна стремилась быть в гуще политических событий, именно она. И Березовский очень умело информировал, накачивал Татьяну информацией той, которая нужна ему. И она эту информацию пересказывала Борису Николаевичу. И Борис Николаевич вдруг с удивлением обнаружил, что его дочь-то оказывается умная, что она очень четко владеет конъюнктурой, дает ему правильные во многом советы, как он полагал, так сказать, и так далее. И используя этот канал, в этом смысле была и сила Березовского, почему олигархи, так сказать, во многом вокруг него все же сплачивались и выступали единым, так сказать, организмом, что он доносил до Ельцина вот эту информацию. Поэтому, конечно, в этом смысле он достаточно сильно влиял на высшее политическое руководство страны.
Давайте на минутку вернемся к вот этой бомбе, которую вы пару минут назад взорвали. Вы сказали, что Березовский жив. Я так понял, что английские спецслужбы его увели в тень, да? Да, это мое предположение, естественно, я не был свидетелем, но по многим косвенным признакам это так. Ну, там несколько можно как бы факторов. Вот начиная с того, на чем повесился он, да, во-первых, это стержень, конструкция, которая держит шторку. Ну, вы знаете, что на такой все же он солидный достаточно вес для мужчины, ну, нормальный, во всяком случае, имел, чтобы она не выдержала. Во-вторых, шарф. Как можно шарф, он не может странгуляционную, так сказать, борозду создать, и его это. В-третьих, никто его не видел, ни одного снимка не было лежащим в гробу его, так сказать, вообще ни одного. В-четвертых, компания, которая участвовала в похоронах, она вся такая достаточно веселенькая, возвращалась, есть снимки, значит, после того, как они вернулись с похорон там и так далее. В-пятых, за могилой никто не ухаживает, то есть они не считаются его местом, так сказать, погребения и так далее. Ну, есть еще и ряд других признаков, о которых я не хочу говорить. Там я забыл автора, он написал интересную книжку, где в качестве предисловия известную фразу «Чем отличается русский от еврея?» То говорит, русский уходит не попрощавшись, а еврей попрощался, но не уходит. Поэтому в данном случае он как раз косвенно нам намекнул на ту ситуацию, которую он описывал. Ну и много других. Посмотрим. Жизнь рано или поздно все равно выяснит реальную ситуацию, прояснит. Хорошо. Давайте немножко поговорим про выборы 96 года тогда. Во-первых, про ситуацию с так называемой попыткой переворота страны силовиков и попыткой Ельцина распустить Верховный Совет, Думу Думаю, да. в марте, в начале апреля. Расскажите, что происходило. Ну, выборы надвигались, и учитывая близость Бориса Николаевича со Сковцом, с Александром Васильевичем Коржаковым, значит, с Барсуковым, было принято им решение, что предвыборный штаб возглавит Сосковец Олег Николаевич. Это, конечно, было негативно воспринято председателем правительства Черномырдиным Виктором Степановичем, потому что Сосковец был первым заместителем его, и схема прорисовывалась, это обеспечивая победу Ельцину на выборах, Сосковец становился премьером. Но Олег Николаевич, хотя человек разумный, бесспорно, и организатор неплохой, но все же он имел весьма смутное представление о выборах. Он полагал, что можно келейно эти вопросы решить, не создал команду широкую, она была и в основном из близких, доверенных ему людей, и первые шаги его в этом направлении были не очень удачными. Помните, когда всех железнодорожников заставляли, значит, там собирать подписи по, значит, Борису Николаевичу, это вызвало какие-то скандалы и так далее. И Ельцин почувствовал, что эта команда, так сказать, с выборами не справится. И схема дальше складывалась таким образом, что вот возникла ситуация с так называемой коробкой из-под ксерокса. Значит, это, конечно, были реальные деньги, которые шли на, значит, выборы. И спецслужбы во главе с Коржаковым, они это дело отфиксировали, задержали на выходе Лисовского и там кто-то Евстафьева, которые тащили, значит, эту коробку, набитую долларами. Ясно, что это было
незаконное финансирование избирательной кампании, это раздавали деньги, неучтенные налом, артистам, которые должны были поддерживать Ельцина. И, значит, все было сделано по закону со стороны. Я был не только не причастен, но и не в курсе этой ситуации. Значит, она для меня была неожиданной. И прихватили, значит, их. Здесь надо отдать должное команде Березовского, Чубайса, которая из большого минуса, большого прокола сделали гигантский плюс, разыграв эту ситуацию. Значит, ночью подняли Ельцина, мотив такой, что срывают выборы, Барсуков, в смысле Коржаков, Сосковец, срывают выборы, задержали сотрудников, значит, избирательного штаба, которые выполняли там важное поручение, и вообще, значит, Сосковец просто ведет выборы в никуда. И, значит, тем самым они, значит, Ельцина так накачали, что он принял решение о освобождении Сосковца, Коржакова и Барсукова, и тем самым либералы, которые окружали Ельцина, они, значит, победили силовиков, так сказать, вытеснили. Но там эта ситуация для меня дополнительные трудности создала, потому что я-то хотел все же дело расследовать, но, в общем, мне не дали это сделать. А в этой же связи Сосковец, сам видя, что буксуют, так сказать, выборы, они с Александром Васильевичем предложили Ельцину схему, связанную с тем, чтобы выборы в Думу не проводить, разогнать ее, так сказать, Государственную Думу, и решать вопросы затем, значит, с помощью других конституционных схем. Здесь надо отдать должное. Конечно, Ельцин очень любопытно себя повел. Я уже был участником событий. Мне звонок, приглашают к президенту. Это была суббота, раннее утро. Значит, я приехал, захожу в приемную, выходит от президента тогда Ковалев, Валентин, министр юстиции, и говорит, вот, кратко мне сказал, говорит, вот Ельцин хочет разогнать Государственную Думу, значит, вот мы на эту тему с ним беседовали. Я захожу, он мне говорит, Юрий Ильич, я вот принял решение, Думу, как вы к этому относитесь? Я вот беседовал с Ковалевым, он уже согласился. Я беседовал с председателем Конституционного суда Тумановым, он тоже согласился. Значит, как выяснилось позднее, он всем говорил, независимо от их позиций, ну, эти, в общем-то, они достаточно это. И, значит, мне дает слово. Я понял, что в лоб и говорить о том, что это не конституционно, он и сам знает. Да? Я говорю, только сказал, говорю, Борис Николаевич, ну, прежде всего, ситуация в том состоит, что это же ваша Конституция, это же вы ее, так сказать, готовили, организовали, а здесь получится, что мы это. Но, говорю, главное не в этом. Главное состоит в том, что сможет ли эту ситуацию практически реализовать и не приведет ли она к гражданской войне. Потому что, как тогда было, значит, вокруг Белого дома, мы стояли на грани, так сказать, гражданской войны. Вот. И попытался вот такого рода аргументы. Он говорит, не волнуйтесь, все будет в порядке, я вот сейчас с Куликовым встречусь и так далее. Я говорю, ну, Борис Николаевич, я должен посоветоваться со своими коллегами. Ну, смотрю, он уже не очень доволен, говорит, ну, ладно, значит, все свободно. Я ушел. За мной пошел Куликов. Он ему сказал то же самое, что все согласны, вот типа того, что Куликов тоже, значит, хотя мы с ним не успели вообще, даже он потом вспоминает, говорит, Юрий Ильич как ошарашенный вышел, так, ну, действительно, куда же к черту, очевидное неконституционное действие, значит, это же такой кризис в стране, и вот. Куликов тоже ему сказал, что, значит, я проработаю вопрос, Борис Николаевич, доложу.
вернее, не кончилось тем, когда я к себе в прокуратуру вернулся, Анатолий Сергеевич мне говорит, он поехал на работу, созвал коллегию, и, значит, на коллегии все единодушно высказали, что это антиконституционное действие, что выполнить их будет очень сложно, и вообще мы можем попасть под суд, если мы такие вещи, так сказать, поддержим. Он звонит мне, говорит: Юрий Ильич, давайте мы у вас соберемся, я приеду, пригласите Туманова, и, значит, мы посоветуемся. Ну, я Туманову позвонил, он приехал ко мне, значит, мы втроем сели, поговорили, выработали позицию, значит, что нам надо ехать снова уже втроем и четко Ельцину сказать о том, что мы не полагаем, что это не конституционно, и мы, значит, нет. В особенности трудно было Куликову, он человек военный, в любой момент указом, и меня-то все же Совет Федерации, значит, назначал. Правда, сейчас они такой порядок установили, что президент и назначает, и освобождает, то есть никаких гарантий у генпрокурора нет. Вот, поехали мы к президенту, часов 5 уже вечера, заходим, он насторожился и удивился. А я, говорит, вас приглашал, что ли? Ну, мы говорим: Борис Николаевич, вопрос такой, который это. И давай еще раз. Уже тут Туманов немножко оживился с позиции Конституционного суда. Он был, конечно, явно недоволен, вот, но сказал: идите, я, значит, подумаю. Мы ушли, поднялись там рядом, где группа сидела, уже указ готовили, там, по-моему, Шахрай был. На этот раз Шахрай уже понимал, что это не то время, когда он мог, так сказать, упражняться, нарушая законы союзные, вот, готовя проекты указов президента. Он понимал, что ситуация, и тоже был против этого. Здесь же связались с Черномырдиным. Черномырдин не знал даже о том, что это... Ну, Черномырдин тоже возмутился, говорит, зачем это нужно делать. И, короче, значит, потом Куликов мне докладывает. Говорит, его пригласили на следующий день на 6 утра. Значит, туда меня уже не пригласили. Туманова тоже нет, значит. И Куликов приехал. Там уже в приемной сидели 2 Куликовых. Анатолий Сергеевич, значит, министр, Николай Васильевич городской, начальник ГУВД Москвы, и областник Алексей Николаевич, Александр Николаевич, забыл, Куликов еще один. Вот, они уже сидели, значит, и так Анатолий Сергеевич еще подумал, значит, зашел туда, там уже узкий круг, решали вопрос, потому что была предложена идея, чтобы не выкуривать депутатов, их просто не допустить под предлогом того, что заложено мина, так сказать, и не допустить их в здание Государственной Думы. Тем более, что там танки не развернутся, стрелять сложно. Ну и начали обсуждать, и, конечно, здесь Анатолий Сергеевич повел себя мужественно, да. Он сказал, что сложно будет обеспечить, ну, так прямо не возражая, но все равно, что, Борис Николаевич, у нас не хватит сил и средств. Потом, смотрите, сейчас, значит, мирные люди ходят по территории Кремля, а пройдет время, и здесь будут костры сжечь, так сказать, потому что мы вряд ли сможем обеспечить, если начнутся массовые выступления. Вот, значит, смотрит, выступая, смотрит и видит, у нас лежит текст, заготовленный указа президента о Куликове, значит, ну, ясно, что если он, сейчас Ельцин примет решение, он подпишет указ, и вместо одного Куликова министром будет другой Куликов. Вот, и, конечно, значит, все же... он сказал, ладно, я еще поговорю со Строевым и с Лужковым, и, значит, тогда приму окончательное решение. Ну и Анатолий Сергеевич что еще сделал? Он вышел, когда из этого, ничего он не подписал.
Он быстро Куликову городскому говорит: срочно езжай, сейчас Лужков прилетает на самолете, срочно езжай ему встречай и расскажи вообще о всей ситуации и об отношении. Ну и он поехал, видимо, Лужков, я не знаю, но думаю, что тоже был против этой схемы, Игорь Михайлович. И Ельцин в конце концов отступил. В 8 часов прозвучала команда депутатов запускать здание Государственной Думы. Страна еще раз в очередной была перед мощнейшим кризисом. Если бы это произошло, неизвестно, что бы было с нашим государством. Поэтому, конечно, такой авантюрный стиль руководства страной, он никуда не годится. Тем более гигантская страна. Ну и по большому счету, вот так, если о Борисе Николаевиче говорить, конечно, это был уже другой Ельцин. Ельцин, который ради собственной власти готов и пожертвовал таким государством, как Союз СССР. Ну, понятно, что при колоссальных ошибках Горбачева при этом. Вот, поэтому, значит, и под угрозой было и единство России. А вообще в целом, вы считаете, эти выборы 96-го года были честными? Я думаю, что нет. Полным предложением скажите, пожалуйста. Да, выборы 96-го года, были ли они честными? Я думаю, что нет. Они не были честными. Но у прокуратуры было мало рычагов, потому что основные функции осуществлялись председателем Центра избиркома по контролю за выборами, и они решали эти все вопросы. Но вот только два момента. Первое – это финансирование выборов. Уже позднее стали известны, я в своей книжке «Кремлевские подряды» Мабитекс, я изложил эту схему, попалась мне в руках, попался документ, который показывает, какие гигантские суммы были собраны олигархами для того, чтобы финансировать избирательную кампанию Ельцина. Если бы нам удалось расследовать дело по коробке до конца, да, из-под ксерокса, можно было эту всю систему. Это колоссальное нарушение закона о выборах и все основания для признания выборов недействительными даже по одному этому. Грубейшее нарушение финансирования. Там официальная, значит, сумма, которая выделялась на выборы, так сказать, даже с учетом возможности сбора денег, она там 10-ю часть не составляла того, что фактически, так сказать, сколько пошло. Ну а второй пример, допустим, Дагестан. Первый тур 65% за Зюганова, 35% за Ельцина. Второй тур цифры зеркально поменялись. Вы представляете, как можно за месяц переубедить, так сказать, население до противоположного. Просто зеркально поменяли, не, как говорится, особо не изобретая каких-то сложных технологий, просто результаты зеркально поменяли. Потом, по-моему, Рябов как раз послом в Словакию, кажется, уехал сразу быстро. Поэтому выборы были, не, конечно же, нечестными. И когда Зюганова упрекают, говорят, вот, Геннадий Андреевич, значит, согласился с этим. А что он мог сделать? Вывести людей на улицу? Это массовые беспорядки, это привлечение к уголовной ответственности. У него не было реальных рычагов для того, чтобы как-то, значит, это. Поэтому, ну, может, и другие обстоятельства были, но, тем не менее, я не считаю, что в данном случае обвинения в его адрес, так сказать, обоснованы. А расскажите немножко поподробнее про схему финансирования. Ну, да, схема финансирования, которая удалось, значит, был создан пул банкиров, который Смоленский возглавлял. Знаете, банкира Смоленского. Значит, всех олигархов напрягали для того, чтобы они перечисляли определенные суммы. И вот та бумага, которая мне досталась, там расписано, какие суммы шли на финансирование каких мероприятий. Значит, в УЕ все шло, и целый перечень.
и журналов, и отдельные проекты, которые представлялись там проект Шахрая, проект такой-то, значит. Но суммы, повторяю, колоссальные, они нигде не прошли в официальной, так сказать, документации, а в основном деньги собрали олигархи. Естественно, что потом государство с ними рассчиталось. Это и залоговые аукционы, да, как завуалированная форма продажи госсобственности по дешевке, так сказать, и другие способы. Они получили больше, так сказать, но на тот момент они сложились, и какие-то приличные деньги все же были, так сказать, выделены на проведение выборов. Это То были есть, частные деньги олигархов? да, в основном это были частные, но были и государственные деньги. Вот что касается этих, там, сколько, 700 или 800 тысяч долларов в коробке из-под ксерокса, эти деньги были минфиновские. Замминистра финансов Кузнецов привез их, значит, туда, в Белый дом, и они пошли, так сказать, на... То есть там были и государственные деньги, но, как я полагаю, все же в большей степени, значит, это любопытно. Обычно я Ельцина не встречал в аэропорту, когда он прилетал. А тут получилось так, что у меня был день рождения, и Коржаков, он прилетал в этот день, говорит: президент хочет тебя поздравить, приезжай во Внуково. Ну, Борис Николаевич там какую-то вазу мне подарил, так сказать. Вот, и, значит, когда сели там, ну, традиционно стол был небольшой накрыт, он так устало посмотрел и говорит: ну, я сделал все, что мог. Ну, помните, плясал тогда. И, конечно, у него колоссальный ресурс был в жизнеспособности, да, энергетический и прочее, прочее. Но алкоголь, другие, так сказать, вещи подорвали очень мощно, потому что выпивал он очень много. Коржаков даже бороться стал как-то, стал ему подмешивать и крепость уменьшать, и воду, так сказать, но это категорически не принималось. И все же, вот будучи в таком состоянии, он мобилизовался и отплясал, отъездил. Это, то есть, нельзя сказать, что только деньги. Он и сам вложился, это понимая, что здесь угроза его, так сказать, и благополучию, и его стремление к этой власти. Поэтому, конечно, выборы для него тоже были непростыми. Я так понимаю, что у Зюганова тоже было финансирование и частное, и наличными? Ну, конечно, ему тоже я думаю, что каждый кандидат где-то не в полной мере официально отражал те деньги. Это общее, но весь вопрос в объеме этих денег, да, и в тех акциях, которые предпринимались, и в том круге, если, значит, ведущие артисты пропагандировали, ездили с ним, там они подняли полстраны на уши, так сказать, то у Зюганова не было таких возможностей. Ну, а отступления мелкие, конечно, были. Ну, не мелкие, были, конечно, отступления. И кое-кто из красных директоров, конечно, Геннадий Андреевич тоже финансировал. А физическая фальсификация была, вы считаете, в то время? И да, я думаю, да, и были фальсификации. Значит, именно выборы 96-го года дали толчок тому, что и последующие избирательные кампании, я уже как-то мне довелось говорить, к сожалению, мы не знаем справедливых, точнее, точных результатов ни одних выборов, которые проводились в стране после 96-го года. Хотя до этого был вот этот краткий отрезок, когда выборы проводились достаточно демократично. И это трагедия России, потому что кроме как выборы нет другого способа решить вопрос о преемственности власти, о смене команды, так сказать, и так далее. И вот то, что сейчас делается, это такая мина подводится под страну, когда человек видит, что его участие в выборах никак не влияет, более того, результаты выборов тотально фальсифицируются. Какой следующий шаг? Это браться за топор, так сказать, да, это прибегать, идти на улицу,
прибегать к прямому насилию. То есть сама власть провоцирует вот эти неконституционные действия. Это очень опасный, так сказать, путь, потому что, повторяю, кроме выборов нет легитимного способа разрешения тех политических противоречий, которые в любой стране существуют, а у нас они достаточно острые, уже это видно. А по поводу разницы между первым и вторым туром, сейчас часто говорят, что она произошла из-за того, что в первом туре султанаты, все региональные бароны, губернаторы коммунистические, они фальсифицировали как бы в свою сторону, а уже поняв после первого тура, что Ельцин выиграет в любом случае, они переметнулись, и вот эта разница в цифрах, она именно благодаря этому, а не... Не, я думаю, что это одна из версий, которую придумала правящая элита для того, чтобы как-то... Ну, это не убедить. А почему они вдруг подумали, что во втором туре будет по-другому, да? Какие основания к этому? Потому что после первого тура на сторону Ельцина перешел Явлинский и Лебедь, и стало понятно, что все яйца теперь в одной корзине, и нет смысла противостоять. Ну, может быть, частично как-то это и подействовало, но я не думаю, что это главное. Вот, потому что, в конце концов, многие и Зюганова поддерживали. И ситуация экономическая, в самом деле, она была печальная для страны. Ну, потом, видите, уже Ельцин стал очень важный фактор, когда разочарование в нем произошло. То есть, если люди на первоначальном этапе в нем видели человека, который нам обеспечит нормальный уровень, значит, и управляемости, и достатка в стране, то на тот период уже было ясно, что и криминальная ситуация, и в целом управляемость страной трещит по швам, и олигархи доминируют, и экономика разваливается. Поэтому общий фон, общие объективные предпосылки были явно на стороне Зюганова. Плюс многие видели роль Ельцина в распаде Советского Союза. Это твердое такое ядро электората, которое всегда за Зюганова голосовали. Поэтому вот я и говорю, конечно, было бы интересно посмотреть на реальные результаты этих выборов, но, увы. Последний вопрос тогда на эту тему. А что вы думаете было бы, если бы в 96-м году Кремль не сумел удержать власть, а победил бы Зюганов? В какую сторону, вы считаете, коммунисты повели бы страну? Я думаю, что этого они бы не допустили в любом случае. То есть это, скажем, единственный для них вариант был. Зюганова не допустили в любом случае. Это я могу сказать точно. И Ельцин бы не отдал власть. Это предрешено было еще до проведения выборов. Иначе зачем бы он пошел на такие крайние меры, даже готов был пойти как распуск Думы и так далее. А уж Зюганова они не отдали бы власть. Какая-то... Я вот в контактах с Борисом Николаевичем стал... довольно быстро убедился, какая-то, знаете, патологическая ненависть к коммунистам. Ведь он же сам выходец из партийной системы, раз. Сам видел, что много полезного сделала партия, значит, в отдельные периоды страны. Да, конечно, ошибки были. Это никто. Именно при советах наша страна стала супердержавой. Он сам, как говорится, это, видимо, слишком болезненно он воспринял ту ситуацию на этом, значит, когда была Всероссийская партийная конференция союзная, да, и когда он выступил с этим знаменитой своей речью, последующая его травля, отстранение, значит, вывод из состава кандидатов в члены Политбюро и так далее. Он очень болезненно переживал, у него состояние здоровья было. Видимо, вот это личные обиды, они так глубоко засели, что он не смог подняться до уровня политического мышления. А вот чисто такие субъективные обиды двигали им, так сказать, всегда. Ну и иногда даже до смешного договаривали. Там я принес ему проект указа, не проект, а записку о том, чтобы нам нужно поменять главного военного прокурора. Хотя я считаю это своей ошибкой, потому что
Демин, которого я предложил вместо Паничева, он не справился затем со своими обязанностями. Так интересно, Борис Николаевич говорит, ну, Юрий Ильич, я подпишу, но вот давайте вы решите вопрос с запретом, значит, КПСС, возбудите уголовное дело, КПРФ, возбудите уголовное дело против них. Ну, я думаю, ну, что это за бартер такой? Ты мне, я тебе. Вот. Ну, в общем, конечно, мы не пошли. Он все равно указ подписал по замене. Но вот это такая вот черта. Поэтому Зюганову бы власть не отдали, Геннадию Андреевичу. Это 100%. Ребят, нам поменяться надо, нет? Ну, давайте еще немножко, да. Ну, мы сейчас как раз, Да, мы давайте. так долго подбираемся к самому интересному. Расскажите, пожалуйста, что такое ГКО и про расследование, связанное с этим и с ситуацией с дефолтом. Ну, ГКО, как мы знаем, расшифровываются государственные казначейские обязательства. В принципе, эта практика, она и в других странах. Но понимаете, в чем разница нашего подхода? Разница в том, что мы в силу сложной экономической ситуации мы ударились в практику краткосрочных обязательств. То есть деньги государство привлекало на короткие сроки. Если бы эти обязательства были долгосрочными, на 5, на 10 лет, то тогда их можно было использовать на развитие производства, расширение предприятий, строительство новых и товары, прибыль, и с прибыли уже можно рассчитываться. А система, которой, собственно, Чубайс руководил, он тогда был замом председателя правительства, который финансы, так сказать, курировал и в администрации президента. Он был автором документов нормативных, которые регулировали ГКО. И я убедился, что с каждым, так сказать, новым указом, и когда уже в прокуратуре анализировали, ситуация на рынке ГКО становилась все хуже и хуже. Краткосрочные обязательства государство эти деньги получало и тратило на цели, лишь бы заткнуть ближайшие проблемы. Там выплаты социальные, бюджетникам зарплату и так далее. Деньги расходились, а ты должен был вернуть эти деньги, да еще с купоном, так сказать, с долей, которая привлекала, значит, инвесторов в ГКО. Это первое. И ситуация не изменилась, когда мы стали разрешили зарубежных, так сказать, инвесторов привлекать. Все это привело, вот такая политика, значит, она привела к тому, что получалось, что деньги, которые мы получали от размещения, так сказать, этих государственных казначейских обязательств, стали меньше, чем те, которые нужны были для обслуживания ранее полученных выплату долгов по ним и прочее. Это что означало? Это означало, что сложилась финансовая пирамида, которая рано или поздно должна была рухнуть. Здесь, конечно, Центробанк во главе с Дубининым повел себя. Один из крупнейших держателей ГКО был на рынке. И в последние моменты перед дефолтом он взял и выбросил эти ГКО на, так сказать, рынок. Да? Здесь, ну, Борис Николаевич уже не отдавал себе отчет. Помните, он где-то в Псковской области на вертолете приземлился, его спрашивают, вот как там будет у нас дефолт или нет? Он говорит, я твердо говорю, никакого дефолта не будет. Через 2 дня дефолт, кстати, был объявлен. Да? Это политика, то есть он реально ее, так сказать. Ну и плюс третий фактор, это то, что те заемные средства, которые получили мы от Международного валютного фонда, они были потрачены ненадлежащим образом. Их часть денег раздали, так сказать, олигархам, часть похитили, и, значит, это усугубило ситуацию на
рынке, так сказать, ГКО. Ну и, в общем, возник дефолт. На рынке ГКО играли и российские чиновники, получая инсайдерскую информацию. В частности, Татьяна Дьяченко на этом рынке играла. Ей вовремя сказали о том, что будет крах этого рынка, и она получила, так сказать, свои валютные ресурсы, которые вкладывала еще по тому курсу рублевому, который, собственно, еще сохранялся. А потом где-то раза в 3-4 доллар стал дороже и так далее. Очень сложная ситуация была. Мы боялись погромов, когда люди в банки, так сказать, пошли, боялись погромов, но надо отдать должное Евгению Максимовичу Примакову, уже было правительство Примакова, оно сумело эту ситуацию все же удержать под контролем. И, в общем-то, вот мы создали эту компьютерную программу, которая нам позволила, значит, вот эти 780 чиновников, так сказать, выявить, значит, и часть из них имела отношение к финансовой системе, мы даже дело уголовное возбудили, но после моего ухода это дело, как и многие дела, были, значит, прекращены. Поэтому... А сформулируйте, пожалуйста, одним предложением, что вот мы возбудили уголовное дело по... Мы возбудили уголовное дело в отношении тех чиновников, которые играли на рынке ГКО, пользуясь инсайдерской информацией. Там достаточно много было таких чиновников, значит, Козырев, министр иностранных дел, я уж даже забывать стал, там многие, замминистра финансов, ну, в общем, довольно много, вице-премьер, по-моему, Серов, кто-то еще, я уж сейчас по памяти не помню, но чиновник... Вавилов был в этом списке, Чубайс, Вавилов, Чубайс? Да, да. Поэтому, значит, эти чиновники, ну, вот Татьяна Дьяченко, эти чиновники, конечно, знали, куда вложить, в какие когда наступают сроки расчета по это, то есть там, в общем-то, вот эта информация инсайдерская, она из Минфина исходила, значит, из ЦБ, и, по сути, конечно, это тоже было одним из факторов, который привел, так сказать, к крушению рынка ГКО. Расследовать это дело, значит, мне до конца не удалось. После того, как я был сначала отстранен, а потом освобожден, это дело благополучно мои, так сказать, преемники, в кавычках, прекратили. А вам не страшно было начинать дело не просто против чиновников, а и членов семьи Ельцина? Ну, знаете, страшно не было. Страшно не было. Во-первых, я правое дело делал, значит, я был убежден в своей правоте. Я не имел не только юридическое, но и моральное право, потому что понимал, какой ущерб для страны, так сказать, для рядовых граждан. А потом, в конце концов, если не прокуратура, то кто же этим, так сказать, будет заниматься? Поэтому у меня не было страха, так сказать, при преследовании олигархов, и, значит, я не боялся. Поменяемся? Давайте тогда сделаем паузу. Камера, да? Да? Давайте тогда перейдем к кульминации всего. Давайте. Расскажите, пожалуйста, про дело Mobitex, ну, может быть, вот прям с самого начала. Ну, с самого начала это достаточно такая детективная история, когда я принимал здесь Карлу Дель Понте с ответным визитом. Она меня в стороночку, я еще тогда неплохо немецкий знал, она меня в стороночку отвела и говорит: Юрий Ильич, вот у нас есть материал о коррупции в администрации президента, в управлении делами. Будете ли вы над ним работать? Сможете ли вы над ним работать? Ну, очень грамотный, умный вопрос. Я говорю, ну, в принципе, у нас, говорю, ну, во-первых, все же, значит, международный уровень и так далее. Женщина, какой не есть, а мужчина все же. Я говорю, знаете, у нас
нет неприкасаемых, поэтому я буду работать. Она говорит, ну хорошо, я вам пришлю его. Прислала мне материалы первичные, я, значит, посмотрел, потом в развитии этого вопроса обратился к руководителю НЦБ Интерпола, Овчинский, знаменитый, так сказать, представитель. Он и ученый, и очень грамотный человек. Он мне кое-какой материал по Поколли прислал о его поездках. Его однажды прихватили с большой суммой денег. Он во Внуково, значит, прилетал, его прихватили, но потом последовал звонок из администрации президента, из управления делами. Один из руководителей, значит, его милиция отпустила. Затем, значит, у нас была договоренность с Карой Дель Понте, что я приеду в Швейцарию, она меня познакомит с одним из ключевых свидетелей. И она меня там познакомила с Филиппо Туровером, с которым я поговорил. Потом он в России пришел в Генпрокуратуру и дал развернутые показания. Там было столько материала для десятка уголовных дел хватило. Но главный материал касался господина Поколли. Он работал в банке Дель Готардо, Туровер, и мог видеть все операции, связанные с русскими олигархами, чиновниками. И, может быть, он и был представителем спецслужбы, я не исключаю, но он тщательно собирал все это, копировал, и у него масса было материала. Ну и таким образом мы возбудили в режиме полнейшей секретности это дело, возбудили, написали поручение международное Карле Дель Понте, чтобы она, значит, провела обыск в штаб-квартире Мобитекс, там, в Швейцарии, в кантоне Тичино. Вот. Она это сделала, но я не учел одного обстоятельства, что она копию нашего сверхсекретного поручения отдала господину Поколли. И тому из этого документа, но она отдала как основание для производства обыска, хотя могла бы этого не делать, просто бы какие-то выжимки сделала и отдала бы ему. Но она отдала. Естественно, что Поколли тут же Бородину позвонил. И, так сказать, началось. А поясните, пожалуйста, кто такая Карла Дель Понте? Карла Дель Понте – это генеральный прокурор Швейцарской конфедерации, тогда Швейцарии, с которой был установлен контакт очень прочный, и она нам помогала для того, чтобы давать материалы. Швейцария же тоже, ну, скажем так, офшор своего рода. И многие наши олигархи эти считали, что они там в неприкосновенности, что банковская тайна и прочее. Мы же сумели, ну, в общем-то, доказать обратное, и много материалов черпали, так сказать, из этой страны благодаря вот такому доверительному сотрудничеству. Они понимали, что я эти материалы доведу до конкретных уголовных дел, и вообще мой авторитет в Швейцарии, как и последующие события показали, в этом отношении был высоким, так сказать. Они одному из немногих, кому в России верили. Когда Сергей Владимирович Степашин уже после моего отстранения приехал, значит, к ней, говорит, мы там будем. Она говорит, нет, у нас вы полицейский, у вас свой уровень сотрудничества, у нас есть господин Скуратов. Да, он сейчас отстранен, но мы убеждены, что это, значит, завершится, и мы продолжим с ним, так сказать, работу. То есть в этом плане она меня всегда поддерживала. Короче, мы по этим материалам уже позднее провели обыски у Екатерины Селецкой, дочери Павла Павловича Бородина, нашли все то, о чем писал в своих показаниях Туровер. Все эти предметы, которые были Поколли, значит, даны Бородину. Ну и выемку документов в Кремле, чем, так сказать, в шоке были, потому что впервые в Кремле, так сказать, по уголовному делу изымались документы. Вот. И, значит, где-то 29-го, что ли,
января до 29 января мы провели обыски в Швейцарии. Значит, а 1 февраля меня уже пригласил Бардюжа на беседу, так сказать, и предложил написать заявление об отставке. То есть как раз они за это время связались с Бородиным. Бородин прибежал к Бардюже, значит, что здесь затрагивается. А из документов-то следовало, что помимо всего прочего были зафиксированы суммы, которые пошли на, значит, ну, скажем так, на поддержание материального благополучия Бориса Ельцина. Вот, там достаточно серьезно. Ну, основные деньги пошли Бородину, но Бородин все же часть средств тратил на Ельцина. Были знаменитые, так сказать, кредитные карты, имитированные и наполнены деньгами со стороны Поколли, так сказать, которыми пользовался и сам Борис Николаевич, ну, в минимальной степени Наина Иосифовна, Лена совсем, ну, а значительную часть этих средств тратила Татьяна. То есть, в принципе, налицо все признаки взятки. А Поколли в своих этих писал, чтобы получить бюджет Поколли, это бизнесмен, который сдружился с Павлом Бородиным еще, когда тут был мэром Якутска. Он ряд зданий построил, потом брал подряды на строительство, реконструкцию Московского Кремля, здания Счетной палаты, Совета Федерации, оснащал мебелью там и так далее. Ну, многие, значит, здания. Он в своих этих писал, что получение подрядов на Кремль, двоеточие, и писал 3 фамилии, в том числе Ельцин и Бородин, так сказать. Вот, поэтому он получил звание заслуженного строителя России. То есть налицо были все признаки взятки. А в чем суть дела Мобитекс? Поясните для тех, кто, поскольку нас будут смотреть и совсем молодые люди, которые вообще не понимают, о чем речь, тут нужно пояснить, что Мобитекс занимался реставрацией Кремля. Да, Мобитекс – это компания, учредителем которой являлся бюджет Поколли, косовский албанец, который познакомился в свое время с Бородиным на реконструкции одного из зданий в Якутске. У них сложились неформальные дружеские отношения, и этому Поколли, благодаря влиянию Бородина и согласия Ельцина, получали подряды на реконструкцию, на самые сладкие подряды на работы в России, в том числе на реконструкцию святая святых Московского Кремля. И именно, так сказать, косовский албанец, бюджет Поколли, реконструировал нашу национальную святыню. Да, они нашли подрядчиков, достойных этого процесса среди российских предпринимателей, бизнесменов и так далее. Это, конечно, само по себе возмутительно, но все это опиралось на финансовые отношения, на дачу взятки и так далее. Поэтому, значит, такая вот схема сложилась. О ней узнали, значит, в Кремле, и, как говорится, моя участь была решена. Но это недовольство мною опиралось и на многие другие дела, в том числе Андал Аэрофлот, в том числе на отказ прекратить расследование дела по коробке из-под ксерокса. Неоднократно мне Татьяна Борисовна с этой просьбой Дьяченко обращалась. И все это, как говорится, переполнило чашу терпения Кремля, и они пошли, так сказать, на мою отставку, дискредитацию и так далее. Расскажите про эту историю. Что произошло с этой кассетой? Надо сказать, что до конца эта история, ее суть не прояснена. Почему? Потому что наряду с тем делом, совершенно надуманным, которое возбудили против меня, чтобы меня отстранить, когда я вернулся, значит, после болезни и 2 недели работал, было по моему обращению возбуждено уголовное дело для того, чтобы разобраться с этими обстоятельствами. Кто же все же фабриковал это для того, чтобы отстранить
меня, так сказать, от расследования. Специальная статья, что любое воздействие на прокурора, следователя, ведущего уголовного дела, значит, это является уголовно наказуемым деянием. Это дело расследовал один из лучших следователей наших, Петр Георгиевич Требой. Он продвинулся очень сильно и установил очень много обстоятельств, ну, в частности, что вот эти девушки, которые мне приписывались, одна из них была сотрудницей МВД, значит, они все на связи находились с ФСБ, они, значит, я смотрел эти заявления, удивительно, значит, года полтора якобы я с ними встречался, а потом они все вдруг об этом вспомнили, испугались чего-то, значит, написали заявление, значит, поскольку стали бояться за свою судьбу, и эти заявления ФСБ приобщило, значит, возбудили дело, невзирая на то, что эти заявления не содержат требования, установленные законом по поводу предупреждения их об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, за заведомо ложный донос. Там колоссальное количество, так сказать, было нарушений. Вот. А Требой многие вещи установил, Петр Георгиевич. Но как только он подошел к предъявлению обвинения, значит, Швыдкому, там многим другим, значит, это, его сразу... признание меня потерпевшим он хотел признать. И у него, ну, я уже, как говорится, был отстранен, у него это дело изъяли и положили под сукно. Поэтому, значит, здесь множество можно версий высказывать, но до конца расследование не завершено. Одна из версий, что был такой у нас начальник хозяйственного управления в России Назир Хапсироков, он очень сильно хотел стать заместителем генерального. Договорился с Егором Семеновичем Строевым в администрации президента, приводил в качестве примера ситуацию с нашими параллельными ведомствами, что и ФСБ, и, значит, в МВД, все те, кто занимается финансами, они на уровне замов. Определенная была в этом, так сказать, логика. Но зама всех моих уговорил, кроме Катышева Михаила Борисовича. Мы вдвоем с ним были против. Я прежде всего исходил из того, что в отношении него был компрометирующий материал, так сказать, и его все время в прессе, значит, освещали. Поэтому я понимал, что назначение в таких условиях это, ну, абсолютно неправильное будет решение и так далее. Хапсироков был связан со спецслужбами, ну, сотрудничал с ними. Это уже вот позднее, так сказать, выяснилось. Я не исключаю, что это была совместная акция и господина Хапсирокова, и наших отдельных подразделений спецслужб, так сказать. Но, повторяю, это версия, и до конца эти обстоятельства, так сказать, не установлены. Расскажите, пожалуйста, что случилось? Вот вы возбудили уголовное дело против, в том числе против членов семьи Бориса Ельцина. И в какой-то момент вы узнали о том, что существует такая пленка. Не в какой-то момент. Я же рассказывал, как это было. 29 января, 27, по-моему, даже января произошла выемка и обыск, значит, в Швейцарии. В штаб-квартире Мобитекс изъяли документы, которые важны были для следствия. А пока, значит, они сообщили потом, Поколе сообщил Бородину, пока Бородин соответствующую работу провел, а 1 февраля меня уже пригласил господин Бордюша как глава администрации и секретарь Совбеза, и мне продемонстрировал, значит, эту пленку. Видимо, она где-то у них или раньше была. Вообще, возвращаясь к этой пленке, надо сказать, что экспертиза, несмотря на давление со стороны, так сказать, политического руководства, не идентифицировала меня на этой пленке. Значит, раз зафиксировала наличие
монтажа, склеек, так сказать, и так далее. И это дело затем было прекращено за отсутствием состава преступления, так сказать. Но главное, чего они добились, это добились моего отстранения, так сказать, на целый год по незаконному, так сказать, основанию. То есть выбили меня из седла, и я не получил возможности завершить до конца это расследование. И дело Mobitex было позорно прекращено. Хотя там все основания для, значит, привлечения этих лиц к уголовной ответственности. А что вы почувствовали, когда вам Бардюжа показал пленку? Сыграл эффект неожиданности. Я, значит, понимал, что, значит, речь не обо мне идет, но я понимал силу средств массовой информации. И понимал, что если это... А он сказал, что если вы не уйдете, это все будет, значит... Эта пленка, понимаете, с одной стороны, что, как говорится, за меня, то, что, значит, на этой пленке она вообще очень плохого качества. И почему и экспертиза, как говорится, не установила, значит, это с другой стороны. Если бы ФСБ хотела, снимала именно меня, то бы они, конечно, качество обеспечили. Там уже уровень техники был, так сказать, достаточный. С другой же стороны, я понимал, что для дефамации этого материала вполне достаточно, учитывая, что вот перед этим Ковалева, значит, засняли там, и это все активно раскручивали. Поэтому я, честно говоря, был в недоумении, плюс эффект неожиданности, конечно же, сработал. Я, значит, потом думаю, а как же мне работать, если у меня не будет поддержки? Я понимал, что, в принципе, истинно это причина дела Mobitex. Причем прокололся даже Бардюжа, он начал меня задавать перед этим наводящие вопросы про дело Mobitex, что там, какова ситуация с этим делом. Я уж потом это проанализировал и связал. Поэтому, как говорится, поразмыслив, если бы это все не было неожиданностью, я бы должен Бардюже сказать, что, значит, понимаете, в чем дело? То, чем вы сейчас занимаетесь, образует состав преступления. Я сейчас вернусь в прокуратуру, дам команду, мы возбудим в отношении вас уголовное дело и будем вас допрашивать, откуда у вас эта пленка, как она появилась, с какой целью вы. Эти же обстоятельства никто не выяснял, их должен был Кривой выяснить, но их же никто не выяснял. Поэтому, конечно, сработал эффект неожиданности. Я написал заявление, так сказать. Но придя, я подумал, что, думаю, это неправильный поступок. На следующий день я поехал к Бардюже, попытался его все же это, учитывая и наши хорошие отношения, учитывая то, что Примаков его поддерживал, и он как бы был в нашей команде, можно сказать. Сам выходец из спецслужб, но он уже, так сказать, скомандовал. То есть вас откровенно шантажировали? Да, безусловно. Можно я попрошу вас это сказать? Да, конечно. Речь шла о элементарном шантаже, который, к сожалению, даже использовался на таком высочайшем уровне власти. И, конечно же, он нанес серьезный удар по всей прокурорской системе, потому что каждый рядовой работник прокуратуры думал, как, если уж генерального такими методами снимает, то что же я, так сказать, меня прихлопнут как божью коровку, так сказать, или как комара. Но, к сожалению, власть, спасая собственную шкуру, она не думала о таких последствиях тяжелейших для страны. А можно я вас в лоб про это спрошу? То есть на пленке были не вы? Да. Скажите. Совершенно верно. Да, на пленке был не я. Я долго думал, как они могли, значит, скорее всего, был двойник. Кстати, у меня друзья из Германии мне одно время писали об этой версии, она где-то прозвучала там в Германии, и даже были опубликованы фотографии того человека, довольно похожего на меня. Поэтому, опасаясь исков с моей стороны, и была введена в оборот эта фраза «человек, похожий
на Скуратова, на генерального прокурора и так далее. Потому что они понимали, что экспертиза этого не доказала, у меня есть все основания для того, чтобы иски, так сказать, предъявлять. А в какой момент они показали все-таки? Потому что у вас была встреча с Ельциным и Путиным. Да, значит, потом я написал, лег заявление об уходе, лег, а причем это все было некрасиво сделано накануне заседания коллегии. Я еще Бордюже говорю. Я говорю, Николай, как его, значит, по отчеству забыл. Я говорю, у меня же коллегия итоговая, уже съехались все прокуроры. Давайте я проведу, значит, коллегию. После этого он нет, вот надо сразу. То есть человек совершенно не думал, он думал о собственной шкуре, он не думал об интересах страны, об интересах системы, хотя должен как руководитель понимать, что это. Это сразу всю систему, значит, это, ну и я, значит, ну я на самом деле, у меня давление подскочило, я лег в ЦКБ, и Совет Федерации рассматривал вопрос о моем это заявлении. И вот первый раз они рассматривали, и все четко сказали, что пока нет самого генерального заявления, это, значит, мы рассматривать не будем. И первый раз их авантюра, так сказать, была провалена. Но еще неоднократно она проваливалась. Значит, я лег в ЦКБ. Потом, к их большому удивлению, я, значит, перенесли вопрос на 17 марта, снова заседание Совета Федерации, и поставили уже отчет генерального, значит, в это. Я думаю, как же я буду готовиться к этому отчету, если у меня ни материала, ничего нет, все в прокуратуре, надо, значит, ехать. И я вышел на работу, и потом мне один из олигархов рассказывал, какой это вызвало переполох там. Но они не напрасно волновались, поэтому за 2 недели до моего отстранения, оно там 1 апреля было, мы за 2 недели сделали столько, сколько иногда за полгода не делая. Значит, Киселев, такой небезызвестный журналист, он, значит, выступая в программе в своей, он сказал, говорит, Генпрокуратура напоминает корабельную пушку, которая сорвалась во время шторма на палубе и крушит все, что... И действительно, значит, мы очень четко поработали, и тем самым, из-за 17-го Совет Федерации состоялся, народ отказался отправлять меня в отставку, и 18-го они показали эту пленку, значит, Швыдкой дал команду, но это чистейшее проявление шантажа, тем более такого злобного, бессмысленного, потому что Совет Федерации уже же сказал свое слово. Я бы понимал, если бы они до этого, так сказать, вот. Но была информация, что они показывали ее членам Совета Федерации, так там в здании, но это на них не произвело никакого впечатления. И, значит, 18-го я встречал, 19-го, по-моему, я встречался уже с Ельциным. Наша последняя встреча с ним была. Значит, меня, конечно, она так даже позабавило, честно говоря. Во-первых, Борис Николаевич был не один. Он пригласил Примакова и, значит, Путина. Вот. Ну, в особенности, конечно, мне неприятно, что Евгений Максимович, которого я глубоко уважал, ну, с Путиным особо близких отношений не было, но тем не менее, все же контакт неплохой сложился, мы работали. Началось с того, что он зашел, ну, поздоровались, правда, все нормально. Мне говорят, вы знаете, Юрий Ильич, я своей жене ни разу в жизни не изменял. Я говорю, ну и что, я вас поздравляю, Борис Николаевич. Ну, в общем, объясниться не удалось как следует. И затем, когда, значит, мы продолжили свою работу, я, значит, ну, как правильно все сделал, мы, среди прочих дел, подняли материалы на Волошина, главу администрации.
который причастен к преступлениям, совершенным, значит, по линии и Андава-Аэрофлот, вернее, и по линии Автомобильный Всероссийский альянс, и по линии Чарабанка. Он там засветился во многих этих. И эти дела в МВД лежали где-то, значит, и никакого движения. А надо было по ним работать. Мы эти дела затребовали. И, в общем-то, я говорю, давайте быстро готовьте процессуальное решение. Ну, мне уже тогда, я готов был кого угодно взять под стражу, в том числе и главу администрации президента. Представьте это вот с нынешней ситуацией, да? Вот. И эта информация просочилась. Не знаю, кто, значит, туда эту информацию. И это не Ельцин подтолкнул, а это Волошин, спасая, значит, свою... Не знаю, что сказать, что он спасал, да. Он, значит, дал команду ночью, 2 часа, пригласили в Кремль Чайку, Демина и Розанова, значит, и они заставили, ну и Росинского, они заставили, значит, Росинского возбудить уголовное дело абсолютно незаконно. Это просто вопиющее нарушение. Во-первых, в отношении любого прокурорского работника дело мог возбудить либо генеральный, либо замы, либо прокурор субъекта федерации. Здесь заместитель, то есть это не процессуальное полномочие, у него нет на это, так сказать, раз. Во-вторых, написано, что возбудить по материалам ФСБ. Дело в том, что в нашем законодательстве и внутренних документах четко записано, что возбуждение, любая проверка в отношении прокурорского работника проводится только самой прокуратурой. Они не имели права в отношении меня проводить проверку. И там масса, так сказать, нарушений. Но дело возбудили, и тут же указ. Мы тогда интересовались, как же в 2 часа возбудили дело, значит, а в указе сказано, значит, по материалам возбужденного уголовного дела, то есть ссылка, отстранить от занимаемой должности на период проведения расследования. Утром уже указ появился. Это, получается, Ельцин подписал его между, допустим, там 3 часами и 6, так сказать, утра. Он что, ждал этого указа? Ясно, что никакой там подписи не было. В принципе, Требой планировал изъять эти все материалы. Это было бы уникальным, так сказать, расследованием, если бы... Вот. И, значит, этот указ об отстранении, ну, в общем-то, значит, я о нем узнал по радио, но, тем не менее, приехал на работу. Потом ко мне приехал, вернее, позвонил Степашин, говорит: Юр, приезжай ко мне, собственно, тем самым они меня из кабинета деликатно, так сказать, это не выкуривали, как Степанкова. Приехал взвод автоматчиков и, так сказать, Валентина Георгиевича вытащили. Это к вопросу о прокурорской доле. Поэтому дальше все, после отстранения, все дела. Были еще попытки через Совет Федерации меня освободить, но надо отдать должное, они меня освободили уже год, по сути, спустя, когда Путин победил на выборах. Я сам попросил, я говорю, пришла новая команда, я говорю, это они тогда только проголосовали. Так что в том вопросе Совет Федерации проявил исключительную принципиальность и порядочность. А какую роль Путин... Обращение нужно микропаузу сделать. Серега, что? Камера идет. А какую роль Путин играл в этой истории? Потому что есть пленка, где он выступает вместе со Степашиным, где они сидят за столом. Да, я помню это. Скажите, пожалуйста. Ну, надо сказать, что его причастность к изготовлению... Путин причастен. Да, о роли Владимира Владимировича в этом деле. Надо сказать, что его причастность к изготовлению, к, значит, этой пленки не зафиксирована, и я думаю, что здесь нет оснований так утверждать. Но он помогал, конечно, президенту в плане раскручивания, значит, этого дела. Почему? Потому что, во-первых, они со Степашиным заявили о подлинности этой пленки. Я
потом использовал это для отвода экспертов ФСБ при проведении экспертизы, поскольку руководитель высказался, что все нормально. Надо отдать должное, это ходатайство мое было учтено и проводили экспертные учреждения МВД России. Вот. Но, тем не менее, не обошлось без его участия, потому что его люди обрабатывали этих девиц, шантажировали, давили, где-то, значит, они агентами были, значит, конторы, поэтому, значит, в этой части они активно собирали информацию на меня. Вот в рамках этого дела они прочесали все моих родственников, они, значит, искали средства, какие-то банковские счета, что понятно, что ничего не нашли, я честно работал, ни копейки, так сказать, взяток никаких не брал и так далее. Поэтому, значит, в этой части они помогали. Ну и там был период, когда материалы, которые Росинский дело возбудил, эти материалы пошли в главную военную прокуратуру через ФСБ. То есть ФСБ оказывала оперативную поддержку, так сказать, по этому делу. Но так он интервью давал достаточно корректно, значит, не предвосхищая мою виновность. Там он говорил, что вот следствие должно разобраться и так далее. В этом смысле у меня претензий нет. Могу сказать, вот как бы в обобщающем плане, ситуация со мной и его активное, в общем-то, участие в том, чтобы со мной как-то урегулировать эту проблему, она, конечно, ему помогла в плане того, что Ельцин остановился на нем как на кандидате, как на преемнике. Это вот обстоятельство. И второе обстоятельство, Ельцин как рассуждал, вот я передам ему власть, как он себя будет вести. И, конечно, поведение Путина в отношении Собчака во многом Ельцина укрепило в мысли, что уж он в отношении своего учителя, он не бросил его в трудной ситуации, значит, по отношению ко мне он будет вести себя прилично. Поэтому думаю, что вот так сказать, такова. То есть вот эта версия, что Степашин якобы не проявил достаточного рвения, чтобы доказать свою лояльность, а Путин, наоборот, доказал свою лояльность, вы считаете, что это на самом деле и стало причиной назначения Путина премьером? Ну, мне трудно сказать. Я думаю, что главную роль все же сыграла Татьяна и Березовский. Потому что ведь Степашин премьером, вице-премьером стал уже после этой ситуации со мной. А, значит, помните, да, когда не так сидите, да, когда он Степашина пересадил к себе поближе, чтобы... Вот. Я думаю, что там вопрос о замене все же был под влиянием, значит, Татьяны и Березовского. Потому что, видимо, они считали, и миф такой был, что вот Степашин, он мягкотелый, этот более решительный. И, вот, наверное, конечно, это заслуги Владимира Владимировича, в том числе и по противодействию мне, так сказать, тоже в какой-то мере были учтены. А насколько следствие ваше, вы считаете, явилось причиной раннего ухода Ельцина с поста президента? Потому что эта история ведь продолжалась почти весь 99-й год, да? О причинах ухода, так сказать, Бориса Николаевича один мой коллега, не буду называть его фамилию, он сказал так. Когда борьба шла, Ельцин в одном из интервью сказал: я со Скуратовым работать не буду. Значит, и этот человек, любопытно, этот сюжет осветил. Он говорит: ну, молодец же у нас Борис Николаевич, не всегда он был трепачом, так сказать, грубо говоря. Вот он сказал, что со Скуратовым работать не буду, и выполнил свое слово, и ушел в отставку. Так что, конечно, я могу сказать, что вот те материалы расследования, которые мы начинали, они во многом способствовали уходу Ельцина. Почему? Я помню обложку журнала, есть французский журнал «Ля Экспресса», да? Значит, на первой полосе фигура, вернее, лицо Ельцина с такой гримасой, и
подпись, что удивительно, французского журнала. «Царь Борис, развращенный и коррумпированный». Значит, конечно же, вот Russian Gate, все это расследование, которое началось с дела Mobitex, потом оно имело большой общественный резонанс, оно оказалось важным фактором, потому что Ельцин понял, что если он будет дальше оставаться, у него интуиция очень хорошо развита, если он дальше будет оставаться, это может привести к плачевному, так сказать, концу для него, потому что мощная и международная волна поднялась, и он сделал вот то, что сделал. Вот этот шантаж с пленкой против вас, он, вы считаете, упирался в Бородина, или это шло до самого верха, до членов семьи Ельцина, до Ельцина? Ну, я повторяю, что до конца выяснить это не удалось, но целью было освободить меня. Я уже в печенках сидел многих олигархов, и Березовского через Андава, Аэрофлот, и Дубинина, это банковская мафия, которую, значит, мы преследовали, масса других олигархов, где мы, значит, нами были недовольны. Поэтому тут, хоть я и имел определенные гарантии в лице Совета Федерации, но я несколько недооценил. Все, как говорится, сразу сложилось, и чаша терпения руководства, так сказать, была переполнена, и моя судьба в этом смысле была решена. Ну, последний вопрос, и я Да, отстану да. от вас тогда. А правда ли, что был подготовлен указ об аресте дочери Ельцина в 1999 году? О чем аресте? Об аресте дочери Ельцина, Татьяны. Ну, во-первых, указ не мог быть. Арестовывают не на основании указа, а на основании, тогда уже ввели судебный порядок санкционирования, то есть по решению суда, по представлению прокурора, по ходатайству прокурора избиралась такая мера пресечения. Насколько мне известно, такого не было, так сказать. Ну, а потом за что? То, что она делала, это из внутренней кухни, это не уголовно наказуемо, хотя это нанесло колоссальный ущерб нашей российской государственности, что, по сути, страна была неуправляемой, управлял ей недееспособное лицо в лице, так сказать, президента, который руководствовался субъективными мнениями, неизвестно, так сказать, кого там, людей, стоящих у трона. Как мы знаем из литературы, это очень опасное явление. Ну вот та страна, как вы говорите, стоящих у трона, говорит, что все ваши действия были политически обоснованными, что за вами стоял Примаков, который сам хотел усесться на этот трон и так далее, и что все ваши атаки, они были мотивированы политически. Ну, пусть это на их совести останется, это первое. Второе, Евгений Максимович Примаков 8 месяцев или 9 месяцев поработал в качестве премьера, да, а я-то все же почти 4, так сказать, года, да, и всегда проводил одну и ту же линию закона. Это второе. В-третье, я не скрываю, что Примаков очень много сделал в плане противодействия коррупции. Как только его назначили, он собрал всех нас, силовиков, у себя там в лесу, в СВР, и сказал: вы от меня получите поддержку, но надо что-то делать со страной, значит, она летит в пропасть, так сказать. И в этом смысле мы все единодушно его поддержали. И в-четвертых, это басни Крылова, то, что Березовский распространял в средствах массовой информации, что он дает конкретные указания, значит, настаивает на аресте там передо мной и так далее. Это все глупость, потому что он вообще не знает, кто такой Примаков. Это чуждо его, так сказать, характеру, его подходу, его интеллигентности, его тонкости в отношениях и так далее. Это все Борис Абрамович специально нагнетал страсти, чтобы спасти свое одно место. Спасибо большое. Пожалуйста, простите, что так долго, но уж очень интересно.